И мы получаем свой первый осколок души. И оп! О! Я испугался! Что происходит? О! Дом, милый дом. Наступили морозы, реки замерзли, растения перестали расти, да и стало намного холоднее. И что же, я всех рад приветствовать с вами снова эфир и добро пожаловать в продолжение прохождения сборки Vortex. Ну что же, начинаем! Да, друзья, как вы можете заметить, на улице идет снег, как вы можете заметить, лежит снег на траве, и реки замерзли, да и в целом у нас наступила буквально зима. Да, друзья, у нас теперь ничего не растет. У нас буквально осталось лишь одно здесь капуста. Реки начинают замерзать. Жители наши вроде бы даже как работают. Но пока, честно, не сильно прям насколько они хорошо работают. И что же, на чем мы остановились в предыдущей серии? В предыдущей серии мы остановились на том, что мы прокачали полностью наших колонистов до 2 уровня. Также мы сделали вот такую вот кодекс Арцелесии. Также мы сделали, если я не ошибаюсь, что мы еще сделали? Мы сделали... сейчас бы вспомнить, что мы сделали. Мы сделали вот такой вот алхимический катализатор. Мы сделали портал в ад, вроде бы, который, кстати, не работает. И да, в целом, ничего прям такого сверхъестественного, прям, чтобы мы сделали, потому что мы банально не могли ничего делать. Но в этой серии, вернее, до этой серии я немножко поиграл, ну, как бы сказал, довольно немножко поиграл, потому что вы можете заметить, что как минимум у меня здесь растет теперь только одна капуста, и у меня 25 уровень. Также, если посмотреть вот сюда, мы можем заметить, что у меня здесь стоит чародейский стол, который мы можем использовать для зачарования наших предметов на 30 уровень. Я надеюсь, сегодня у нас получится это сделать. Спать я, увы, не могу, и да, мне начало зимы, день 5 из 8. Также, до серии я немножко побегал, говорил в предыдущей серии, то, что я накоплю эндер-жемчуги. И как вы можете заметить, 4 эндер-жемчуга у меня в руках. И да, в этой серии я наконец-то планирую сделать жаровню. Мы наконец-то сделаем вот эту вот крошечную планету. Также мы сделаем, возможно, мы по квестам, кстати, у меня еще в фермерстве что-то выполнилось, я, кстати, забыл, выполнилось здесь. Кора мне выполнилась, вкусная мука, спасибо. Кстати, она мне еще пригодится сейчас. Что мы еще сделали? Точнее, что мы еще сделаем? Если мы сейчас отправимся в мистицизм, здесь нам нужно дальше сделать жаровню. Ну, также мы можем сделать микропланету для того, чтобы тоже вырабатывать ману. Вот, собственно, как раз мы ее сегодня сделаем. И также я хотел бы сделать алтарь. Но для того, чтобы сделать алтарь, нам нужно здесь осколок души. Как раз таки данный предмет является одним из таких тяжелых довольно вещей, потому что нам нужно сердце зомби. Вот это как раз таки оно, которое падает только с одного зомби, но за квест нам это дастся как раз сердце зомби. И сможем это сделать. Для того, чтобы нам сделать данную жаровню, нам нужно что? Правильно, нам нужна вот такая вот ткань для снятия чар. Делается она в целом довольно просто, за исключением как раз таки того моножемчуга, которого у нас не было в наличии. Также я, если я не ошибаюсь, немножечко поиграл, пошел в шахту подобывать ресурсы. Да, мы можем заметить, что у меня довольно много инновари, у меня много, немножко лазурита есть. Я это бы все сейчас немножко обработал, для того, чтобы, может, как раз получить 30 уровень, дабы зачаровать нашу Кирочку. Попробовать, во всяком случае, потому что было бы очень, кстати, классно, если бы получилось у нас. Я думаю, да, нам 30 уровень, да, 30-й. Хотя, может, и не будет. Черт, может, и не будет. Может, и не будет. Не, но я могу в целом переплавить что-то. Или у меня даже плавилось что-то. Леска вот немножко плавилась. Но, блин, нам все равно буквально чуть не хватает. Да, у нас большая проблема сейчас. Даже не то, чтобы проблема, а большой затуп в том, что у нас, к сожалению, сейчас нету большого количества дерева. Точнее, не дерева, а угля, я бы даже сказал. Потому что мы могли бы сейчас переплавить много чего. Например, ту же рудную медь. Или вот, например, тоже золото, к примеру. Или вот отсюда можем взять еще немножко железа переплавить. Вот. Но, к сожалению, у нас не так, чтобы много угля. Как раз это самая большая проблема, которую я бы хотел исправить, но, к сожалению, исправить не могу, потому что нам, к примеру, нужна угольная пчела, а угольная пчела делается только с помощью света пчелы, которая делается с помощью светокаменного пчелиного гнезда, которая делается, точнее, которая у нас есть, но, чтобы призвать данную пчелу, нам нужно что? Правильно, нам нужно отправиться в Незер, который мы отправиться, к сожалению, не можем. И нам сейчас придется довольствоваться только тем, что у нас будет сейчас вот много дерева идти на
то, чтобы вырабатывалась мана. Мы в целом даже сейчас можем вот отправить кучу дерева на то, чтобы плавилось дерево, точнее, перерабатывалось оно в ману. У меня здесь вроде бы маны даже чуть-чуть накопилось. Я тоже за серией немножко закинул сюда дерево. И что? Да, сейчас пусть вырабатывается мана, а мы пока сейчас сделаем вот эту микропланету. Нам нужно сейчас взять 2 эндер-жемчуга и попробовать их перейти. Сейчас сделать мана-жемчуг. Ну, как раз нам хватит на 2. Прекрасно вообще. Также на улице вечереет, можно попробовать поспать. Конечно, попробуем. Не получится у нас ничего. Давай возьмем 4 камушка, 4 жизни камушка и сделаем сейчас микропланету. Квест завершен. И что ты у нас делаешь, друг? Если я не ошибаюсь, во-первых, амулеты, кстати, которые я не могу добыть. Скрижали у меня тоже пока что нету, но скрижали мы получим за осколок души. Как раз я хочу сегодня в этой серии это сделать. Сейчас поспать. Да, в этой серии мы попробуем получить осколок еще души, потому что она нужна для продвижения по квесту. Окей, пусть она будет у меня где-то, ну, в инвентаре, на самом деле, пусть она у меня лежит пока что. Это мы сделали. Далее жаровня. Для жаровни нам нужно сейчас взять мана-ткань 4 штучки, соединить вот в таком вот крафте и получить ткань для снятия чар. Также нам нужно сейчас довольно много жизни дерева, ютера, который у меня здесь вот лежит, и что там еще нужен? Блок пыли, кстати, который у меня тоже, слава богу, есть. Сейчас давай только мы сделаем 2 веточки. Вот, получаем жаровню. И также нам надо сделать вот такой вот крафт. Слава богу, то, что это делается в целом довольно просто. Нам буквально нужно сейчас взять... Это на самом деле немножко камня и отправить его на переделку в печке. И что нам надо? Нам нужно 2 каменные руки. То есть в теории нам нужно 2 сейчас моностали, вернее 2 моностали. Сейчас мы буквально можем закинуть ее вот сюда. Чик-чик, все, есть 2 моностали. Также, кстати, мне в комментариях написали, чтобы я как-то автоматизировал процесс передачи ресурсов с ульев в воронки, в хранилище какое-то, потому что зачем мне париться над тем, чтобы я как-то там вынуждал себя это все делать с помощью рукав, чтобы я себя вынуждал это делать с помощью рук, хотя я это могу делать с помощью ворон. Вот, поэтому надо будет тоже сегодня это сделать. И что нам надо? Нам нужно... нам хватает. Нам в целом хватает. И все. Жаровня, задание выполнено. Вот, собственно, оно. Получаем сердце зомби. За это ему большое спасибо. Также давай еще заберем строительный мешок. Еще немного синего красителя, спасибо. И что? Далее у нас осколок души. Осколок души — материал, который понадобится вам в будущих рецептах создания. Создать их можно с помощью ритуала кристаллизации душ, который превращает всю нежить вокруг жаровни в осколок. Для активации самого ритуала необходимо переместить эссенцию плавления на жаровню и 2 мана-пыли на каменные руки пьедесталы рядом. Далее необходимо запустить ритуал нажатия ПКМ по огню. В целом, довольно легко, но за исключением одного: у нас нету, мать его, этих нежитей. Да, нам нужно сейчас нежити где-то получить. И, как я говорил в прошлой серии, кстати, еще здесь добыл довольно много булыжника у меня есть, в глубинного сланца довольно много добыл. Также я говорил в прошлой серии, что мы сегодня сделаем фармилку. И, кстати, еще один из интересных приколов: сегодня мы отправимся в маленькое путешествие, потому что я кое-что очень хорошее нашел. Давай тогда сейчас сделаем что? Давай мы сейчас возьмем вот эти 2 алмазных жезла, возьмем довольно много булыжник взять, я думаю, то, что нам как раз булыжники нужен. Закинем сюда много булыжника. Я бы сказал, даже очень много булыжника, потому что нам пригодится очень много сейчас его. И поехали. Также, кстати, желательно я бы что-то взял из еды. У меня вот есть немножко жареного лосося, в целом пойдет. И погнали. Я, правда, не знаю, где ее ставить. Я думал где-то вот сюда поставить, но она будет тут вообще несуразно смотреться. Я бы где-то ее вот тут поставил бы. Вот прям вот тут для него платформа есть. Вот такая незамысловатая платформочка. И что нам надо? Для того, чтобы построить фермилку. В целом, я думаю, все знают, как ее строить. Я думаю, объяснять не надо. Просто нужно сейчас подняться наверх на блоков 21. Да, вот сейчас у нас, допустим, 3. Поехали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все. 21 блок у нас есть. И, кстати, мы можем теперь посмотреть на просто огромнейшую прорисовку вокруг меня. Ты просто посмотри на эту красоту. Вы спросите, как я это сделал? Я установил мод Distance Horizon. Да, я на эту сборку установил его, потому что, ну, чего-то в этой сборке явно не хватало. Вот, я считаю, Distance Horizon здесь прям уместно, я считаю. Прорисовка у меня сейчас 128 чанков, поэтому, думаю, это довольно круто. И что, давайте сейчас я сделаю эту фармилку и вернусь к вам. Ну и в целом все.
да, у нас в целом готово все. По сути, нам осталось лишь самые такие, знаешь, последнее приготовление. Это просто сейчас подкинуть в эту фармилку немножко воронок, да и в целом все. Да, на это, конечно, ушло довольно много булыжника. Прям я бы сказал, очень много булыжника, но оно того стоит. Реально оно того стоит. Нам нужно, получается, сколько? 6 сундуков, 4 из которых уйдут на воронки сейчас. И желательно взять сейчас немножко шерсти для того, чтобы сделать ковры. Ковры нам нужны для того, чтобы... Во-первых, лут там не сильно засорялся, это первое. А во-вторых, для того, чтобы опыт также само не сильно засорялся и не выглядел сильно странно. Так, главное все подключить максимально грамотно, чтобы у нас не было никаких проблем с подключением, и все. В целом фармилка полностью готова. Вот, как можете заметить, уже тут появился скелет, и у него осталось как раз 1 хп. Это очень, кстати, на самом деле хорошо. Вот, пожалуйста, вам и зомби теперь появился, и еще скелет появился. И мы их можем просто так вот бух, и вот у нас уже есть 30 уровень. Также мы можем и вот этих бить, но правда я походу немножко неправильно подключил здесь. Да, я сундуки неправильно чуть подключил, надо было вниз вывести. Вот, видите, все здесь происходит в целом довольно просто, как вы можете заметить, все тоже складывается. И что нам теперь надо сделать? Теперь главное приготовление. Сейчас нам нужно взять и закинуть в переплавку, если я не ошибаюсь. Я, правда, забыл, как делается этот. Или с помощью костного... Не с помощью костного блока. Как делается пыль, вот эта вот, которая крутая, зачаровывает. Был пепел. Вот, чародейский пепел. А, это нам нужно соль переплавить. Ага, это нам нужно соль переплавить. О, а какие-то другие способы есть? Можно блок соли переплавить, можно добыть как-то его. А соль это, наверное, можно просто добыть где-то, скорее всего. Да, наверное, где-то можно добыть, скорее всего, где-то в воде соль добыть. Хотя, подожди, эта соль бывает... Древнее... Что? Шествие Орды. Древнее зло пробудилось из-под земли, теперь вам будет противостоять вооруженная до зубов возрожденная нежить? Да. Дожился, спасибо. А мне реально что ли 7 соли всего лишь? А, вот еще 5 есть. А, реально вооруженная до зубов. И соврали. А подожди. Блин, а мне сейчас желательно вообще в колонию не идти на самом деле, потому что она же сейчас не в безопасности. Мне сейчас вообще возле колонии даже близко стоять не надо, чтобы там ничего сейчас не подгружалось. Потому что будет больно. Будет нашим колонистам реально. Хотя, с другой стороны, в целом нам терять-то не сильно много чего. Да, но они прям вооружены реально до зубов. Но мне вот интересно, выпадет ли с него сейчас алмазный сет? Ну, не сет, а вот броня какая-то, комплект. Часть брони выпадет какая-то? Да, смотри, алмазный шлем выпал, но правда почти полностью сломан, но он есть. То есть чисто в теории, кстати, возможно у меня вон там сейчас куча заспавнится. И, кстати, то, что у меня вон там зомби появился, это на самом деле плоховато, потому что... Точнее, ему наоборот, спасибо, то, что он там появился, потому что благодаря нему я могу понять, что мне надо немножко будет мост сверху. Окей, значит, нам нужна соль. Мне в комментариях, кстати, говорили, что кварц я могу сделать с помощью ботании. Да, кстати, я-то реально могу сделать с помощью каменной соли. Я реально в целом могу это сделать с помощью мал. Но только есть проблема в том, что я не знаю, где... То есть в теории я могу соль переделать в каменную соль, а уже эту соль я могу переделать в кнезетский кварц благодаря как раз таки вот этому катализатору. Блин, тут зомби, конечно, сильно много, на самом деле, прям реально сильно. Они еще знают, где я, кстати, смотри, они еще знают. Интересно. Блин, жалко, что с них не падает ничего толкового, на самом деле. Прям чего-то толкового, крутого. Что было бы очень, кстати, славно, на самом деле. И это, кстати, предполагаю то, что здесь никто, да, все, видишь, исчезли. Я, правда, не знаю, в чем причина этого, но почему-то, видишь, все там исчезли. А скорее всего, потому что сейчас все мобы исчезли. Из-за этого, скорее всего, так все и получилось. Ну давай сейчас этих зомби убьем, может выпадет полный сет алмаза. И давай иди сюда на последний удар. Бум! Так, ну нам выпал нагрудник и ботинок. Защита 3, защита 4, прочность 3, подводная ходьба. Блин, это очень хорошая зачара на самом деле. Мне бы, блин, не просырать сейчас бы это событие и попробовать нафармить довольно много алмазных шмоток, потому что благодаря этим шмоткам я могу сделать очень много чего хорошего.
Так, ну, к сожалению, штаны мне еще не выпали. Но в целом я не думаю, что это сильно большая проблема. И давай посмотрим, смотри. Так, ну моба есть, окей. Хорошо, без проблем, я вас запомнил. Но зато у нас, смотри, теперь есть крутые, вот, пожалуйста, предметы. Огнеупорность, вот, пожалуйста, почти алмазный сет. Это очень хорошие ботинки, на самом деле, нам бы сказал. Окей, давай также, кстати, знаешь, что попробуем? Скорее всего, мы на следующий день попробуем. Сколько нам надо? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Кстати, 12 нам как раз надо. Да? Давай сейчас проверим. Вот, кстати, еще один зомбик. Да, к сожалению, с него, конечно, ничего такого толкового не выпало, но ничего страшного. Смотри, что нам надо. Это, кстати, еще и крестьянин зомби, на самом деле. Я бы его даже сохранил. Да, блин, у меня нету этого, у меня нету зелья. И, кстати, вот этот сундук мне надо еще переместить отсюда все, потому что он чуть-чуть неправильно стоит, как мне нужно. Смотри, сейчас мы должны обложить вот это все, вот этим всем чародейским пеплом. На самом деле, я бы еще подождал, чтобы здесь нафармилось еще немного мобов. Для того, чтобы нам получить прям, ну, максимальное количество осколков души. Сейчас, может, снежок вниз кинуть. Потому что это заклинание требует довольно много. Ну, я бы не сказал, что прям сильно много, но не из дешевых, на самом деле, это ритуал. Вот. Хотя ванильная версия этого мода... Он даже немножко, мне кажется, посложнее будет. Ну, окей, ладно, давай я просто покажу тебе. Смотри, ставим вот в таком вот порядке. Раз руку, два руку. Ну и, блин, как-то некрасиво выходит, на самом деле. Уж четное число. Ну ладно. Поставим давай куда-то вот сюда жаровню. И что нам надо сделать? Нам нужно две монопыли на каменные ладони. И по центру поместить эссенцию плавления. То есть нам, по сути, сейчас нужно взять любую пыль. Я так понимаю, это можно даже тот же самый порох, наверное, взять, который у меня должен быть. Да, 2 пороха есть. И одну эссенцию плавления также взять с собой зажигалку, которая где у меня, кстати? Которая у меня вот. Пошли. Как раз наступает потихоньку вечер. Давай пробовать. По центру эссенция плавления. Здесь. Надо сейчас пойти. О, кстати, еще один зомбик. Привет. Ты моих курочек тут не обижай, ты понял? Ты что тут делаешь, ты разбойник? Иди отсюда, вообще. Ну вот это вообще, конечно, подожди. Видишь, что там? Видишь это? Ну это, я считаю, полное издевательство. Кремень получился! Нет, это не то! Мне не кремень нужен. Блин, а что у меня есть достаточно много из пыль? То, что ему превратить в... А я могу это, кстати, посмотреть на самом деле, на пыль. Я могу сахар. О, редстоун, точно, редстоун. Давай, кстати, сразу же... Блин, еще поспать сейчас не могу, потому что сейчас не время. Блин, ну я сейчас его превращу в этот. Но я могу сломать. Да, все верно. Я могу сломать алхимический катализатор, и будет все хорошо. Тоже, давай показывать. Или на следующий день покажу. Хотя, ладно, давай покажу сейчас. Кидаем вот сюда одну и вот сюда одну монопыль. И зажигаем данный ритуал. Сейчас должно вроде бы все пойти. Да-да-да, смотри, пошел процесс. Оп, вот, появилось, видишь? И сейчас, как ты можешь заметить, существа все умерли. Ну, за исключением, конечно. И мы получаем свой первый осколок души. Да, мы теперь можем забрать сейчас скрижаль, но давай сразу же посмотрим. Ну, скрижаль я в любом случае могу, кстати, забрать, потому что она буквально... Ну, мы сейчас ее пока не активировали, но я хочу посмотреть, что у нас дальше. Дальше у нас тигель. Делается он в целом довольно просто. И волшебный верстак, который делается, ну, кстати, довольно, я бы сказал, бы тяжеловат. Хотя, ну, такое имеется, да, я бы сказал. Но в любом случае мы нафармить можем спокойно много этих осколков души, потому что у нас есть буквально все на эти возможности. У нас есть и эссенция плавления, у нас есть и много всяких возможностей, чтобы сделать пыль, поэтому я думаю, что это вообще никакая не проблема. Событие подошло к концу, хорошего, спасибо. Давай, кстати, также попробуем, смотри, так как у нас уже... они не исчезли. Как. Вот это, конечно, вообще сейчас будет тварь конкретная, я считаю. Так, ботинки еще одни выпали. Что тут покажешь? Ничего себе. А здесь у меня что, подожди? Блин, это у меня сейчас будет по ощущениям самые лучшие ботинки в сборке. По ощущениям. Ну окей, давай, кстати, что я хотел-то? Я хотел попробовать добыть ту самую соль. Соль, по сути, она должна находиться либо в океанах, либо в реках. Ну, если я правильно понимаю. То есть, по факту... Вот, блок соли есть у нас. Еще блок соли. Но это не та соль. Если я эту соль добуду, получится соль из механизма. То есть эту соль я где-то должен прям находить. Я задыхаюсь. То есть она либо здесь
спавнится в каких-то ограниченных количествах, да, то есть если лететь. Либо она где-то в шахтах спавнится, кстати, тоже вариант. Но здесь просто везде блок соли, который именно с модом механизм. То есть нету из другого. Вот что. То есть даже вот если сейчас посмотреть, вот соль, вот соль. Ее сделать можно, ну, либо с помощью пчелы, которая делается с помощью ведро соли, и губочной пчелы, которая, кстати, вылавливается. Либо с помощью просеивальщика, кстати, мы можем, да. Ну, либо где-то добыть. Здесь, правда, не написано, где она добывается. Во. Я могу с песка ее добыть? Неизвестно. Непонятно, с помощью чего я могу добыть это все. То есть, каменная соль. То есть, мне где-то нужно каменную соль именно искать. Рудопромывальный жёлоб. Вот оно, что нам надо. А рудопромывальный жёлоб, кстати, мы делали. Вот он у нас, да? Да. И также вот и термальная вода, которая, кстати, вот, пожалуйста, тебе, вот, да. Это нам же надо заниматься готовкой. Нифига себе. Правда, кстати, я не знаю, будет ли она замерзать, потому что у нас же сейчас вода немножко замерзает. Я, кстати, рудопромывочный это жёлоб сломал, потому что у меня же там произошел маленький терраформинг. То есть, что мне сейчас надо? Сейчас мне, по сути, надо делать кухонный вот этот вот котел. Не, ну в целом он делается, кстати, довольно просто, за исключением лопаты. Лопату, скорее всего, нам надо сейчас... Ну да, одна ветка жизни дерева целая. Это же... Ты прикинь. 2 кирпича, ведро воды у меня есть и 5 железных слитков. Пожалуйста, кухонный котел есть. Но также этому моду нужна специальная кухонная плита, для которой нужно 4 кирпича. Слава богу, что у меня это все есть. Далее костер, который делается в целом довольно просто. И 3 железных слитка, которые тоже, слава богу, у меня есть. Ну также, кстати, 1 уголь мне надо. А вот угля у меня, кстати, нет. Нужно сейчас немножко березы подзакинуть, дабы сделался хотя бы древесный уголь. Вот прикинь, я сталкиваюсь с проблемой, что у меня нет угля. Надо куда-то на горы сходить и там добыть много угля, потому что, ну, его там много на самом деле. Вот, надо будет обязательно сходить. И окей, у нас есть кухонная плита и кухонный котел. Мы ставим вот таким вот образом его. Теперь нам нужно сейчас взять вот эту как раз соль, которая у нас есть 3 штуки. А я ее, кстати, всю походу потратил, да? Вот я дурак. Я же ее всю потратил. Не, ну не гений ли я случай? Может, у меня где-то завалялось хотя бы штучки 3. Ну, по всей видимости, я много чего хочу. Подожди, ну каменная соль в заброшенной шахте, кстати, спавнится. Вот что ему сказать. Она спавнится в заброшенной шахте, в сундуках, я так предполагаю. То есть, в теории, я могу сейчас пойти в заброшенную шахту, которая, кстати, я даже знаю где. Она в деревне находится, которая неподалеку от нас находится. Можно в теории туда прийти и, возможно, в сундуках найти эту соль, наверное, да? Блин, я дурак, потому что я сейчас потратил всю соль для того, чтобы для того, чтобы сделать сейчас осколки души. Кстати, давай проверим, что тут скрижали души. Нам нужно 4 паука убить с помощью лука. Здесь у нас в целом все есть, то есть надо просто 4 паука с помощью лука убить. И мы откроем, что в мире начнут спавниться существа из мода Raids и Eidolon. Будут появляться структуры из мода Twix и Mine Colonies. Вы научитесь создавать компас биомов и откроете доступ к измерениям Mine Cells. Ага, вот как, понятно. То есть нам нужно где-то 4 паука сейчас убить с помощью лука. Блин, а знаешь, в чем проблема? Я же прогрузил сейчас просто огроменную территорию в радиусе 128 блоков. Я же ее прогрузил, и мне, по сути, нужно аж за нее выходить куда-то, чтобы найти что-то новенькое себе. Блин, ты... Уголь, кстати, надо. Блин, я кирку, кстати, не зачаровал. Вот это я дурак. Блин, я что-то вообще... Я что-то вообще сегодня туплю как-то, не? Не замечаешь? Надеюсь, это будет сейчас чуть-чуть у меня всего лишь. И да, мне нужно вроде бы где-то здесь найти сейчас спуск. Потому что я помню, где-то он здесь явно был. Я, правда, не помню где. Вот. Да, не ошибся я. И вот по вот этой лесенке спокойно себе брать и спускаться в самый низ. В целом, спускаться довольно долго мы будем. Туда даже вот тебе, пожалуйста, алмазы я нашел, которые я могу добыть, но правда здесь всего лишь одна штучка, пусть будет. Не будем портить имидж данной вот штуки. А вот и первый паук, кстати. Хотел водички попить. Вот и первый паук, но правда у меня лука с собой нет. Ну окей, ничего страшного. О, этот мне кент нужен. Так, ты умер? Да, он умер. Он умер, и он мне дал теневой самоцвет. То, что мне нужно, кстати.
А тут скелет появился, кстати. Смотри, что мне выпало. Теневой самоцвет. Знаешь, что я благодаря не могу сделать? Я могу сделать дом. Спустя много времени я могу наконец-то сделать дом. Здесь висит кристалл, который, кстати, я не могу подбирать. И, наверное, где-то из вот этих вот вазочек, из вот этих вот тучек, может, здесь сундуки даже могут спавниться, скорее всего. Но они здесь должны спавниться, должны спавниться. Вот, например, бочка. Здесь у нас заклинание. Черный лотос. Ой-ой-ой-ой, сколько здесь всего добра. Ну, также чуть-чуть и не добра. И, кстати, эссенция волшебства нам выпала еще. Кстати, очень круто на самом деле. Алмазы заберу, железо точно. Особенно я заберу заклинание. Черный лотос. Ну, веревка, ладно, веревка пусть будет. Веревка не сильно прям вау-эффект нам дает. Нам нужно где-то здесь либо найти блоки каменной соли, которая, скорее всего, спавнится как ванильная генерация. Либо, блин, кстати, здесь, походу, еще спавнер стоит этих вот скелетов. Либо это просто из-за того, что сильно темно, он не спавнится. Может такое быть вполне вероятно. Вполне такое может быть, не исключено. Давай в эту сторону пойдем. Нам, если даже мы, кстати, ее найдем, главное ее не пропустить. А то я и такое могу сделать. Я могу ее попросту пропустить и не заметить. Поэтому, если найдешь, то кричи. О, привет. Да? Спавнер зомби с крестьянина? Реально? Даже такое тут есть? Глуминометр. Вот это что-то странное. Есть, да, еще одна эссенция волшебства. Древний фрагмент. Который, кстати, я выбросить не могу. Точнее, взять, выбросить я его могу. Кстати, наковальня, я бы ее забрал. У меня железа не настолько много. Уголек, естественно, возьму, потому что явно лишний не будет. Ну и все. Ну и кости заберу. Кости тоже полезная довольно штука. Да, больше... Не, ну, кстати, вот за то, что здесь рассадник монстров, я его запомню, то, что он здесь есть. Кстати, еще как этим пользоваться. А чем? Дверьми? Это я навелся на эту штуку. Окей. Значит, здесь соли нету. О, ты еще кто такой? Не пугай меня, друг, не смотри мне. Окей, значит, здесь, по сути, больше ничего нету. Я так погляжу. За исключением, конечно, кстати, скелета, который крутой, с которого может рюкзак выпасть. Но с него, к сожалению, оно не выпало. Блин, реально здесь, походу, где-то спавнер скелетов, по всей видимости. Я не знаю, правда, где он здесь может быть, но реально, походу, здесь, потому что здесь только они спавнятся. Ну, я имею в виду зомби. Ой, зомби, скелет. Они здесь, ну, только сколько скелеты здесь спавнятся, к слову, кстати. Что самое интересное. Окей. Да, я здесь погляжу, нету никакой соли. Ну как? Значит, будем искать другой способ, как найти соль. Ага. Значит, что? Поискал, да побегал. Вики зашел, пришлось мне в Вики даже зайти. Что я оттуда понял? Нам нужно искать горные местности. Скорее всего, мне успели об этом написать в комментариях уже, то, что мне нужно в горы отправляться. И да, вы будете абсолютно правы, мне реально нужно отправляться в горы. Потому что только в горных местностях спавнится данная каменная соль, и только там мы сможем найти данную каменную соль. Окей, тогда без проблем. Окей, я вас услышал. No problem, как говорится. Я, кстати, наверное, надо... Блин, я даже не знаю, где ее можно найти. Знаешь, как я думаю сделать? Подняться сейчас куда-то вон туда и посмотреть на большую генерацию, глянуть, где у нас есть горные местности. Потому что спавнится именно в горных местах. То есть где-то вот, например, вот здесь соль в теории заспавниться не может. То есть надо именно в горные биомы искать. То есть это мне нужно сейчас желательно взобраться наверх и где-то вот здесь как раз найти данные горные местности. Блин, ну я нигде их не вижу, только если вон там, к примеру, и в целом больше нигде. Ну, либо вон, кстати, может быть, это тоже соль. Ой, ну сейчас будем искать. Будем искать. Знаешь что, давай сейчас мы на фарме 30 уровень. Я уже начал это делать. Вот даже Мэтч зачаровал на старту 4 и отдачу 2. Мне буквально вот чуть-чуть не хватает до 30 уровня. И попробуем пойти в какое-то мини-путешествие. Ну как? Сходим вон туда, там где вот эти розовые кусочки были на горе какой. И, кстати, еще давай возьмем лук со стрелами. Может, у меня выйдет 4 паука убить ночью. У меня вроде бы лук должен быть где-то. Или даже если нету, то можно сейчас... не надо мне так делать. Можно в целом спокойно его сейчас, оп, соорудить. Все. Пусть на всякий случай будет, вдруг пригодится. Он, кстати, крипер уже заспавнился. Давай мы сейчас его вдернем. Все, 30 уровень есть. Давай сейчас попробуем зачарить кирку. Я очень сильно надеюсь, что сейчас здесь будет удача 3. Я на это очень сильно буду сейчас надеяться. И...
Блин, даже самую новую кирку зачарую. Эффективность 4 и прочность 3. Точнее, эффективность 4, удача 3. Не, ну в целом неплохо. В целом очень даже неплохо, я бы сказал. Я даже не расстроен, то что мне не выпало чего-то получше. Поэтому, чё, я реально в целом не расстроен на самом. Окей, давай сейчас мы берем с собой лодочку. Где-то у меня должна быть. Я на ней приплывал, по крайней мере, сюда. Ну давай, чтобы не париться, сейчас новую просто сделаем. И давай поплывем как раз вон туда. Может это... Либо это гранит, либо это и вправду соль. Если это соль, это очень круто. И, по всей видимости, в этой серии у нас получится сделать дом. И дом, по всей видимости, у нас еще будет максимум 2 уровня, да? Ну да, максимум 2 уровня. То есть мы можем еще, скорее всего, сделать дом 2 уровня. Потому что у нас же хижина строителя 2 уровня, если не ошибаюсь. Да, 2. То, скорее всего, мы сможем и дом 2 уровня прокачать. А это 2 жилых новых места. То есть, в теории, 2 жителя могут расплодиться, так как они сейчас живут в таверне. И благодаря этому они смогут завести новых детей. А они смогут трудиться во благо империи и давать нам новое потомство. И мы сможем создать и курьера, и ресторанщика. В теории, правильно? И что это такое? Какие-то розовые блоки. Не гранит. Не знаю, что это такое. А ну, давай. Ага, вода. Блок каменной соли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, это бесспорно соль. Я тебя понял, спасибо. Я не знаю, давай побольше добудем. Прям, ну так, 8 стаков, я думаю, нам вполне себе хватит. Ну все. У нас в теории сейчас появится и кварц. У нас в теории сейчас появится и много пепла. Мы сейчас заживем. Мы сейчас прям очень сильно заживем, я считаю. Да, только есть один маленький нюанс. Заключается он в том, да, как я успел сказать ранее, мне нужно искать теперь новой генерации в очень большом количестве. Точнее, ну не сейчас прям, конечно, да, не сейчас. А мне нужно будет их искать чуть попозже, так как... потому что я еще пока не выполнил задание скрижали. Так, и что у нас с помощью соли? Мы можем сделать... каменную соль, которая впоследствии превращается в несерский кварц. Кстати, мы это уже можем в теории сделать. И соль нам можно использовать для того, чтобы получить чародейский пепел. Далее, эссенцию волшебства мы благодаря этой штуке сможем сделать. Эссенция магии, да, это... ну мы можем обелиски гармонии это в целом делать, но это, я уверен, даже близко не сейчас. Это... Ой-ой-ой, да. Ой, да не, спасибо. Ой, да не, спасибо. Дай мне просто сейчас каменную соль пойти превратить в 4 кварца. Спасибо. Мы всего лишь получаем 3. Но у меня 4 сейчас вроде бы лежит в этом. Да, нет, не лежит, у меня его нет, у меня светокамень там. Но на тогда угля, на тогда добро. Не переживай, сейчас подфармим чуть-чуть. И давай также сейчас сделаем дом. Так как у нас теневой самоцвет есть, давай сейчас 5 досочек. Мы сейчас можем сделать наконец-то дом. И оп. О, я испугался. Что происходит? Что произошло? О, здорово, ты что там делаешь? Спускайся, друже. Иди сюда. Что ты делаешь на 2 этаже? Да подожди, дай посплю сначала. Ух, вот это ты меня напугал. Так, дай мне лестницы. Сейчас я к тебе залечу, подожди. Привет, старейшина. Что ты от меня хочешь в этот раз? Как красивично ты что тут застроил. Ума не приложу только. Отчего жители негодуют? Видимо, им как раз таки не хватало дома. Так сказать, крыши над головой. А ведь и вправду, кто не хочет возвращаться в уютное место после тяжелой работы? В доме твои поселенцы смогут наконец-то высыпаться, а в дальнейшем, если поместить жителей противоположного пола, на свет может явиться их совместный ребенок. С каждым новым уровнем здания количество спальных мест и, соответственно, доступных нахождению здесь слотов жителей увеличится. Кроме дома, поселенцы также могут спать в таверне, что обладает еще одним очень чарующим странников свойством. А об этом потом. Что-то и заболтался я. Пора старому мне косточки протирать. Ну, бывай. То есть ты сейчас просто пришел, похвалил меня за то, что я сделал дом, и все? Не, ну подожди. Он мне, кстати, сказал о том, что в таверне, точнее, то, что таверна имеет какие-то свойства, которые в последующем, которые в будущем как-то отыграются. То есть в теории что-то в этой таверне еще будет. Но у нас есть дом. Меня это не может не радовать. И также кварцевый блок. Наконец-то мы можем сейчас поставить его на опыление нашей кристаллической пчелы, которая, я уверен, уже ждет этого часа очень долго. И вот сейчас, наконец-то, вот она уже летит. Которая сейчас, наверное, сможет опылять данный кварцевый блок. Да, значит, и кстати, у нас докопилось довольно много сот.
И скоро эти соты нужно будет как-то быстрее перерабатывать, потому что моя центрифуга, во-первых, она забивается, но во-вторых, как сами вы понимаете, места у меня, ну, реально маловато для них на самом деле. Я вам бы сказал, очень маловато. Ну, у меня меда сейчас просто очень... Ну хотя я много меда продал. Ну, даже и без этого. И мы получаем строительный мешок за этот дом. Терракоту получаем. Спасибо. Ну ладно, мне она сильно нужна. Вот это, кстати, строительство дирижабля до чайников. Не знаю, зачем оно и когда оно пригодится, но пусть будет. Мы сделали что? На самом деле мы не так уж и много чего сделали. Так, подумай. Не, ну что, много чего сделали. А, кстати, я дурак, то что поспал на самом деле. Я бы мог сейчас пойти пауков пофармить. Ну окей. Что у нас дальше по мистицизму? У нас далее амулет пустоты, который поглощает направленные носители снаряды. Ага. То есть в теории это я могу... Ну ладно, окей. Можем сделать тигель. Блин, который, кстати, не самоцвета, потратил же его. Я его потратил, но я его в целом могу сделать. То есть это не проблема. Вот, кстати, тебе и соль потом у нас открывается. Питер. А может быть в Питер и все образуется. Вот, кстати, достижение. Соль можно получить из залежей каменной соли в пещерах или прокипятив ведро воды в печи. Даже так. О как. Каменную соль надо отполировать на точиле. Соль из ведра с солью нужно выбросить, используя ведро на землю щелчком ПКМ. Ну да, окей, мы можем сейчас создать тигель, также можем создать сейчас вот этот волшебный верстак. Ну хотя нет, мы сначала должны в любом случае тигель создать, а уже потом мы сможем сделать то, что нам надо. Ну, в целом, пютер у нас есть. Нам нужно 2 орнамента, которые как раз получается в количестве 2. Далее нам нужно сейчас взять осколок 1 души, который у меня должен где-то лежать. Где я его положил? Я его, наверное, сюда положил. Да, вот он у меня есть. Мне ее бы выложить сюда. И также котел, который делается в целом довольно просто, из 5 буквально железа и палочки. Делаем вот этот вот котелок и делаем наш тигель. Получаем за это достижение. И также квест. Алхимия. А дальше что? Ну, в целом я знаю, что здесь происходит. Я это в целом знаю. Я вам чуть позже расскажу. Мы получаем магический мешок, с которого падает золотое яблоко. Понял вас, спасибо. Поспать могу, поспать не могу. Окей. Далее мы можем создать малый самоцвет души. Также мы можем создать волшебный верстак. Ага. Нам бы желательно вот эту вот коса жнеца, на самом деле, которая на самом деле делается довольно просто, но только... нет, это не та штучка, подожди, это не то, что нам надо. Это не та коса, которая мне нужна. Коса, которая мне нужна, она... ее здесь вроде бы нету. Тут этого мода нету даже. О чем я вообще сейчас говорю? Подожди. Ну да, в теории теневой самоцвет, все остальное окей. Но сейчас мы, по сути, сделать... Ну, можем все. Но хотел бы я сейчас отправиться в кое-какое место. Я бы хотел сейчас... Давай только возьмем с собой лодку, которую у меня... Куда ее, мать его, выложу? Вот моя лодка. Я бы хотел сейчас еще взять дом. Вот он у меня. И пойти поставить куда-то его жителя. Для того, чтобы они уже начали потихоньку... ну, кстати, я могу сейчас взять немножко капусты. Для того, чтобы фермера сейчас перестроить так, чтобы он только исключительно садил пшеницу везде. То есть это, по сути, мне нужно сейчас какое-то поле вот это, да? Да, вот поменять на капусту выбрать. Не просто втыкнуть вот сюда много капусты. Все, пожалуйста. Также можно в целом взять этой капусты, кинуть жителям для того, чтобы они не сильно пригибали. Вот, Ника, здорово. На тебе... Так как у нас 4 жителя дома, я думаю, можно сейчас им дать по 19 капусты. Каролина, здравствуй, капуста нам. Ты капусту в целом кушать сможешь? Райлан, держи тоже капусты. А шахтер, я так понимаю, у нас копает только так, да? Или нет? Или он не копает, он тоже пошел, походу, отдыхать. Да, он тоже пошел отдыхать, потому что на улице ночь. Ой, на улице дождь. А вот. А где он? 1, 2, 3. Где 4? Где наш шахтер? Я не понял. Вот Андерс Вейт. Позвать. Здорово. Так, ну то, что тебе надо сейчас много дубовых плит, это, конечно, круто. Но не сейчас, подожди. Нам нужно поставить где-то наше первое жилое помещение в виде дома. Резиденс, скорее всего, нам нужен, да. Вот такая вот у нас получится штучка.
Ну как штучка. Домик. Он, конечно, с размером больше даже, чем таверна, по всей видимости. Такое чувство. Только давай, знаешь что? Давай сейчас перевернем так, чтобы вход был с этой стороны. Потом подвинем его куда-то вот так. Даже можно еще на один блок подальше. Вот, все. И сюда мы его можем установить. Пожалуйста, дом готов. Также давай сейчас мы сразу же запустим строительство. Я погляжу то, что ему, по сути, надо просто лишь много булыжника и досок. Поэтому можно будет, если что, заказать это все. Проблема, я думаю. Поэтому нам сейчас стоит лишь пойти поспать. Потому что на улице уже вечернее чуть время. Что там у нас по сезону? У нас уже середина зимы, день 2. О как. У нас уже второй день зимы. Блин, знаешь что? Что там, кстати, по количеству маны увеличилось хоть немножко? Ну, чуть-чуть больше стало. Я бы сейчас... Наверное, построил бы дом и начал бы что-то придумывать, что делать с этими сотами. Потому что мне писали в комментариях, чтобы я... во-первых, что я хочу? Я хочу сделать... где оно находится? Где оно находится? Вот, коробка расширения. Она делается в целом довольно просто. Это мне буквально нужно 8 любых досок. То есть, ну вот, буквально. И одну пчелиную сотку. То есть, вот, пожалуйста, тебе коробка расширения есть. Поставить ее можно... вплотную, поэтому не проблема. Также я хочу сейчас взять, где-то она у меня находится, плита, которая создана исключительно для пчел. Скорее всего, она вот она, пчелиная кормушка. Также хочу сейчас поставить и закинуть только туда эти блоки, которые у нас используются для... создание того или иного. Вот, видишь, у нас здесь появилось 2 места и возможность расширения. Также, как вы можете заметить, соты появились от вида пчелы у нас какой? Правильно, из вида пчелы... Ну как ее? Кристаллическая, вот. Можем сюда 3 блока закинуть, вот. Железный блок, кварцевый и оловян. Каким-то шансом у нас будет здесь, надеюсь, когда-то в этой жизни у нас получится другой блок здесь, который у нас должен сделаться. То есть у нас должен сделаться вот этот вот блок родного магнетит с каким-то, с 26%. Я дурак, я только сейчас это заметил. Я только сейчас это заметил. А почему мне никто не написал до сих пор, что я дурак? О, вот это я даю. А я-то думаю, почему мне до сих пор не прокнул этот шанс? А все довольно просто, потому что я немножко дурачок. Мне же надо было просто железный грубый блок туда закинуть, а не именно железный блок. Ой, ну не я, без приколов, чё уж. Окей, давай смотрим. Также, кстати, по поводу рюкзака. Нам нужен лен для льна, который, кстати, вроде бы я даже садил. Так, чисто знаешь, да, вон у меня есть. В теории он должен у меня скоро начать расти, потому что уже подходит... Ну, так сказать, уже середина зимы, уже скоро весна, ближе, чем от осени, по крайней мере. Давай сейчас я что сделаю? Давай я сейчас, во-первых, уберу золотую пчелу, потому что пока нет возможности. Также редстоун и угольную пчелу. По поводу деревянного алтаря, это в целом реализуемо, потому что у нас в целом есть эссенция смерти. Ну, по крайней мере, есть возможность это сделать, потому что нам буквально сердце зомби надо, которое у нас в целом есть. И все. И пойдем достроим наш дом. И в следующей серии мы будем идти и искать много угля. Для того, чтобы создавать много ман. Потому что в будущем открывается рунический алтарь. А эта штука, поверьте мне, очень дорогая. Также будем делать самоцветы и теневые, и вот эти, которые крутые, вот эти вот. И также начнем потихонечку развивать вот этот вот мод. Впервые с ним сталкиваюсь, на самом деле, прям активно, ну, так скажем, глубоко, с Эйдолоном. Будем делать алтари, будем делать все остальное. А пока, да, я сейчас пойду посмотрю, что надо для ресурсов, потому что пока он даже не начал строить. Он не начал строить, потому что у него идет расчистка. Вот, ресурсы все есть. Давай сейчас ему отдам эти все ресурсы и вернусь, соответственно. Ну и что? Все ресурсы я отдал. Немножко угля добыл от шахтера. Там была руда называемая. И сейчас мне осталось просто лишь дождаться, пока наш житель достроит наш дом. И также смотри, что мы делаем в следующей серии. В следующей серии мы кое-куда пойдем. Во-вторых, мы убьем 4 паука. В-третьих, мы сделаем хижины вот эти вот, потому что, ну, сейчас мы просто вряд ли их можем сделать. Ну как, мы их можем сделать, но толку от них нет. Также мы сделаем алтари. Давай даже посмотрим. Вот, волшебный верстак у нас в заметках есть. Самосвет вот этот нам нужно сделать, 100%. Ну, один теневой самосвет тоже можно будет сделать. Ну и впоследствии, конечно, нужно будет вот это делать.
Но вот это мы сможем сделать только когда мы сделаем алтарь. Да, поэтому давай сейчас мы подождем. А, кстати, пока у нас строит наш житель домик, у меня же есть темный лотус, который нам позволит добавить немного маны в наш бассейн маны. Во. Не знаю, сколько много. Чуть-чуть совсем, но дал. Да, дал немножко. Вот это, кстати, что интересно такое. Оно взрывоопасно или как? Копомит. Но в теории взрывоопасно. Давай только сейчас возьмем зажигалку. Попробуем. Только если это взрывоопасное, подальше ты желательно от дома отвел, потому что опасно. Их знает, что с ними сейчас будет. Куда-то вот прям вот сюда. И зажигаем. И будет... Воу! Не, ну, кстати, не прям чтобы взрывоопасно, я бы сказал. Ну, 9 штук и такой маленький радиус. А динамита было бы побольше. Ну ладно. Также я, наверное, за кадром постою, наверное, опыта добуду. Также, само собой, мы сможем зачаровать много инструментов. И, кстати, я же могу взять теории ботинки, которые у меня крутые появились, и смогу их немножечко починить. Ну и также соединить, само собой, вдвоем, чтобы получить прям супер-мега ботинки на починку, на защиту, на подводную ходьбу. Да ты шо? Да, вот такие у нас планы на следующую серию. Ну, давай, сейчас я подожду, пока у нас сделается дом, и вернусь. И что же, я закончил постройку дом на координатах северо-восток. Дом, милый дом. Вашим поселенцам нужно где-то жить. Постройте им дом. Каждый уровень постройки увеличивает место на 1 штуку. Да, наконец-то все готово. И сейчас, в теории, должен у нас где-то кто-то здесь жить. То есть, да, видишь, по сути, он не живет здесь. Здесь никто сейчас не живет. Они сейчас спят все в таверне. И теперь вопрос, который я, кстати, задавал, ну, недавно. Мы можем улучшить этот дом и добавить, видишь, еще плюс 1 спальное место. То есть в теории, если сейчас, вот, допустим, спустя некоторое время появится еще один житель, да, ребенок, то в теории мы сможем развивать дальше колонию. Если я правильно понимаю. Но если это будет так, то будет очень на самом деле круто, потому что, ну, мы буквально сможем продолжать развивать колонию и заниматься своими делами. Но давайте займемся этим уже в следующей серии. Да, друзья, серия выдалась и так довольно насыщенная, и мы сделали довольно много всякого интересного в данной серии. Мы начали продвигаться, мы начали прогресс, мы сделали самоцвет, дом, верстаки, магия, колдовство, и это лишь только начало всего того, что будет нас ждать в следующих сериях. Спасибо всем огромное за просмотр данной серии. На связи был Яфир. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться в телеграм-канал. И также не забывайте подписываться на сайт разработчиков. Все соцсети в описании. Сайт. Покупайте сборочку, играйте в удовольствие. И проходите вместе со мной данную сборочку. Также, кстати, хочу сказать, то, что в скором времени планируется довольно глобальное обновление по данной сборке. 1.1, в котором будет переработано довольно много чего. Поэтому следите за новостями в их телеграм-канале. Ну а с вами мы пока немножко останавливаемся. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. На связи был Яфир. До скорой встречи, друзья. Еще услышимся. Пока.